Стоп, стоп, стоп. Мы же все знаем, как я встаю каждое утро на самом деле. Всем доброе утро, друзья! У-у-у! Наконец-то наступил этот день, потому что это видео я действительно планировала очень и очень долго. Сегодня я целый день проведу как девочка из Пинтереста, можно так сказать. Если вы не знаете, что такое Challenge That Girl, то можете, в принципе, поискать в Google, забить, что это. Обязательно смотри до конца, потому что это будет очень насыщенный, интересный день, и действительно он будет продуктивный, без идеализации этого тренда, челленджа. Сейчас я пойду уже собираться, умываться там и идем на пробежку. Ну что, ребята, мы вот такие вот спортсмены уже, оделись с ним, да, Джоня? И отправляемся гулять. Вчера я очень сильно хотела бегать, но когда я проснулась, как бы все желание очень сильно пропало. Погнали! Бежу. Меня держат в заложниках. Спасите меня. Классный музонный рак. Ой, и все будет. Чумпа-чумпа, 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 чумпа-чумпа. Я пришла домой. Теперь мы с вами наконец-то пойдем завтракать. Я мечтала о завтраке, как только проснулась, в общем-то. И да, не удивляйтесь, что я буду делать авокадо-тосты. Я знаю, что вы можете сказать, что это делают почти в каждом видео про That Girl, но... Минуточку, я не ела тосты авокадо с этой зимы, можно сказать. Поэтому это видео наконец-то послужило тому, что я верну в свой рацион тосты с авокадо. А если вы хотите увидеть другие мои летние завтраки, потому что я каждый день стараюсь их как-то варьировать, то обязательно подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, если вы хотите это увидеть. Я, на самом деле, буду только рада поделиться этими завтраками, потому что я их очень люблю. Так что все бегом на кухню кушать. Ура! Посмотрите, что получилось. Капец. Никогда так красиво еще не делала. В общем, как я уже и сказала, это два тоста с авокадо, это с глазунью, а это с рыбкой. А еще это, конечно же, сок. Ну что, ребята, я уже вкусно покушала, позавтракала. Далее мы с вами идем делать себе маску, которую мне подарили на мой день рождения. С матчей, которая, да, если вы поняли, то вы наверняка смотрели мой влог с моего дня рождения. А если еще нет, то переходите по подсказке в правом верхнем углу и смотрите этот влог. Да, потому что там было действительно много чего интересного, и подарки я тоже свои там показала. Прикольно.
Ну что, я уже похожа на девочку из Пинтереста? Вот так вот я уже сделала маску. Осталось подождать 15-20 минут. И уже, кстати, на улице начался дождь, чтобы вы понимали, а дальнейшие мои планы были связаны как бы с улицей. Я очень надеюсь, что вы повторите с собой этот челлендж. И лучше всего, конечно, это делать не на один день, а на все лето, да. Но я считаю, что как бы каждый день делать маски, каждый день супер стараться над красивейшим завтраком, каждый день читать по много страниц, каждый день писать ежедневники и так далее, все-таки не получается. Это неправильно, если это делать каждый день. Дни бывают разные. Нам бывает надо спешить как куда-то, например. Ну или нам просто не хочется это делать. И это нормально. Это такая норма, что со мной случается такое даже чаще, чем хотелось бы, да. Я просто очень люблю болтать. Я знаю, что каждое мое видео длится по 20 минут и более. Я просто не могу не говорить столько. Я обожаю говорить. Так что очень большие видео уходят. Кстати, напишите в комментариях, пожалуйста, сколько минут вы бы хотели смотреть. От 10 до 15 или от 15 до 20. Пожалуйста, напишите мне в комментариях. Это супер важно. So flagrant. Who am I to taste flavors? Who am I? I'm the greatest. Who am I? I'm getting paid, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I to taste flavors? Я начала перечитывать вот эту вот книжку. Называется «Книжные хроники Аниман Крамп» от Лин Рина. Я ее полностью всю прочитала. Здесь примерно 700 страниц. А кто хочет, тот берите эту книжку. Мне очень зашла, и поэтому я начала перечитывать. Обычно я книги вообще не перечитываю. Но тут единичный случай, потому что мне она очень понравилась. Да, буквально пару слов, потому что в прошлом видео я говорила об этом очень много. Друзья, при выполнении этого челленджа помните, что главное не становиться героем на 100%, потому что это невозможно. Стремитесь не к идеальным людям, а к лучшей версии себя, ведь это абсолютно разные вещи. Всем удачи при выполнении этого челленджа, потому что это действительно классный и полезный, если его, опять же, не идеализировать. Сегодня я решила еще почитать книгу и помонтировать этот видеоролик на улице. Во-первых, это смена обстановки, а это очень полезно, так как тебе уже не так скучно, как ты это делаешь обыденно дома. Ну, а во-вторых, это свежий воздух, мне кажется, это классно. И да, я пришла на летнюю террасу в кафе, ничего не заказывала на самом деле, поэтому просто нужно ваше желание, не обязательно что-то нужно заказывать. В каждом городе найдется такое место для того, чтобы
посидеть и поделать свою работу. Ребята, сейчас начнется дождь, если что. Я уже пришла домой, переоделась, потому что там начался дождь. Я про дождь не шутила. И я как бы хотела и подольше посидеть, там, почитать, заниматься монтажом, но как бы, да, просто дождь сорвал мои планы. Но ничего страшного, зато у меня появилось время на тренировку, потому что я вообще уже хотела не делать, если честно. Но так как в этом челлендже нужно делать тренировки, то я тоже решила выполнить. И, кстати, я не показала вам свой обед, потому что я как бы чуть-чуть нарушила правила, да, и он оказался не очень красивым и как бы не полезным. Но, с одной стороны, не полезным в том плане, что он был, можно так сказать, жирным, просто это была курица с картошкой запеченной, вот, поэтому, как бы, простите меня, зато я честно призналась, я не скрываю это, потому что это нормально. На ужин еще не знаю, что я буду делать. Хочу тосты с авокадо, да есть вторую половинку от авокадины, просто тосты без яйца, без рыбы, вот. Наверное, я вам тоже покажу, а может быть и не покажу, потому что я это все съем, посмотрим. Ну что ж, начинаем с первого упражнения. И первое упражнение у нас бег на месте. Внимание на рухи тренера и, конечно же, на подсказки. Приготовились? Погнали. Повыше поднимаем колени, сокращаем пресс. Еще работаем 10 секунд.
Сразу после тренировки. Ну, вообще, мне сегодня прям понравилось. И, кстати, вечером мне почему-то понравилось больше, чем утром. Надо будет вечером иногда делать, потому что я раньше думала, что только утром нужно делать эти тренировки. Но сейчас я попробовала это делать вечером. Да, как бы, и это очень даже классно, поэтому варьируйте, пробуйте утром, днем и вечером. В гости, ребята, гости. Теперь я выполнила норму воды за сегодня. Так что задание выполнено. Итак, наступило время ведения дневника. Я это сделала вечером, потому что, мне кажется, это то время, когда ты описываешь свои эмоции после происходящего дня, и, как по мне, это самое крутое время для ведения дневника. Но у каждого оно, конечно же, разное. Для этого я использую какую-то книгу, ну точнее тетрадку, в клетку, которую я уже использовала под очень много разных тем, можно так сказать. Вот, но так как я веду первый раз, то эта тетрадка, я думаю, пока что зайдет. Вот, посмотрим, если мне это понравится, то я заведу отдельную тетрадку. Как бы немного засиделась, да? Вы посмотрите. Там уже темно. Как быстро. Там просто ливень такой сильный. Там вообще река. Капец. Я вроде бы недолго сидела, но... Ладно, пойдемте собираться спать. Эстетика моего вечера. У нас сейчас 10 вечера, и там гром и молния, там прям вообще ручьи. Поэтому я уже буду собираться и готовиться ко сну. Я говорю вам огромное спасибо за просмотр, за вашу поддержку, за ваши комментарии. Я обожаю читать ваши комментарии, поэтому пишите их чаще, больше. Всем самого замечательного дня и попробуйте провести такой челлендж, потому что мне он безумно понравился. Я закончила, я завершила, и вроде бы я практически все выполнила. Вот.